Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Десерты из клубники, особенно летом, пользуются наибольшей популярностью. Перед их простотой и красивым, ярким внешним видом никто не сможет устоять. Яркие, обязательно большие и ароматные куски торта на домашнем столе – вот настоящее лакомство. Домашний торт с клубникой доставит вам истинное удовольствие. Для начала разберемся с клубникой. Мы берем чистую клубнику, отделяем плодоножку и нарезаем клубнику на пластины. Клубнику мы порезали, а теперь мы будем готовить основу для нашего клубничного торта. Делаем основу для нашего торта. Для этого у яиц отделяем желтки от белков. Начинаем взбивать белки. Для этого я в них добавляю щепотку соли, чтобы лучше взбивались, и начинаю взбивать их миксером. В белки я насыпаю 50 граммов сахара и продолжаю все перемешивать. Белки мы полностью взбили. А теперь в желтки добавляю 50 граммов сахара. Наливаю 1 чайную ложку эссенции ванили и перемешиваю все до однородного состояния. Желтки должны поменять свой цвет на более светлый. В яичные желтки частями добавляем белки. И все очень деликатно перемешиваем движениями лопатки снизу вверх. В будущую основу для торта я просеиваю муку и картофельный крахмал. Опять же, деликатно перемешиваем движениями снизу вверх, снизу вверх. Так как мы сегодня готовим клубничный красный торт, я возьму пищевой краситель и несколько капель добавлю в основание. Все окончательно размешиваем. Полученное тесто я перекладываю на противень, высланный кулинарной пекарской бумагой. Выравниваем по всей поверхности. Убираем противень в духовку, разогретую до 200 градусов на 8-10 минут. Прошло 8 минут, и я достаю бисквит. И сразу обязательно присыпаем бисквит сахаром. Сахар заберет всю лишнюю влагу и оставит наш бисквит мягким. При помощи кулинарного кольца, или можно взять обычную разъемную форму, но без дна, я вырезаю из бисквита круг для основания. А из остатков бисквита можно сделать небольшие фигурные бисквитные печенья. Вот такими маленькими формочками. Я беру сыр маскарпоне, а вы, если хотите, можете взять любой другой творожный сыр. Можете взять даже творог.
Перекладываю его в большую миску и размешиваю с сахарной пудрой. Взбиваем холодные из холодильника сливки. Сначала на средней скорости, потом скорость можно увеличивать. Взбитые сливки я отставляю в сторону, а сам беру желатин в пластинах и замачиваю в прохладной воде. Если вы пользуетесь обычным желатином в гранулах, то смотрите, что написано на упаковке. Взбитые сливки я объединяю с сыром маскарпоне и все размешиваю. А набухший желатин я отжимаю от воды, перекладываю в миску и убираю в микроволновку на 5 секунд, чтобы он полностью расплавился. Желатин переливаем в крем и окончательно все размешиваем. Начинаем собирать торт. Для этого разъемное кольцо или форму без дна я кладу на подставку. В кольцо убираю дно. Все выравниваю и края выстилаю прозрачной кулинарной пленкой. Края торта выкладываем резанными пластинами из клубники. В форму аккуратно выкладываем крем. Разравниваем крем и убираем торт в холодильник минут на 30. И пока он там остывает, мы приготовим самый яркий, вкусный клубничный слой. Чтобы приготовить клубничный слой для торта, я беру кастрюлю, насыпаю в нее клубнику, добавляю сахарную пудру, и немножко сока лимона. Ставим кастрюлю на горячую плиту, доводим до кипения и прокипятим где-то 10-15 минут, периодически помешивая. Прошло 15 минут, и клубника дала сок. Теперь я ее пробью блендером. В холодной воде я замачиваю листовой желатин, чтобы он немного набух, а клубнику перетираю через сито. Разбухший желатин я отжимаю от лишней влаги, перекладываю в миску с клубникой и окончательно все размешиваю. Клубнике дадим потом немножко остыть. Прошло 30 минут, и я достал торт из холодильника. Клубника тоже уже остыла, и теперь я залью самый верхний клубничный слой. Делать это надо аккуратно, через ложку по центру торта.
Убираем торт в холодильник для застывания минимум на 4 часа, но лучше это сделать на всю ночь. Прошло ровно 4 часа, и я достал торт из холодильника. Теперь я снимаю с него форму и пленку. А сверху я его украшу ягодами клубники. И еще в качестве украшения добавим съедобное золото. Вот такой прекрасный, яркий, замечательный торт получился у нас. Ну, а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился наш рецепт, то смело ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!